О, Матерь Божья. Слушайте, это скорее страшно, чем мило. Если не хочешь, чтобы тебя били, не суйся в чужие миры. Я реально могу строить злого Лолошку, это пипец. А вот Чак мне не дал эйдосов. Чак? А не звал ли он тебя в свою коалицию? Та-та-та, получается коалиция. Группа существ с одним интересом. Интересом прокачки уровня. Знакомьтесь, Чак, Рин, Ану, Рудольф и... Буф. Как я понимаю, все они друг другу помогают ресурсами. Кто-то уже с ногами, руками, у кого-то только руки. Но самое главное, все мы, включая Лолошку, воспринимаем прокачку уровня как нечто должное. Почему? Якобы глаз сказал, значит делаем. И не перечить. При этом, когда появилось облако, мы уже поняли, глаз знает не все. Либо просто не договаривает. А вдруг голос в чем-то ошибается? Если да, то... В чем? Представляете, если он вообще ничего не знает. Короче, копаем дальше. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в мастерская 47. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в мастерская 47. Сезон, в котором мы участник коалиции, наконец-то. Да, хоть какое-то сообщество. Учитывая прокачку вышки связи, будущие порталы, подарки с неба, сообщество — это нечто важное в этом сезоне. И я вот задался вопросом, казалось бы, в будущем мы сможем телепортироваться по другим мирам, к другим участникам. А глаз-то везде один и тот же. Как? Получается, это не другие миры? Погоди. Поэтому мне нельзя за горы. Они там, да? Прямо сейчас проверим наши ресурсы. Много еды, много эфира. Версии формы не так много, но достаточно. А еще у меня работяга. За рудой! Копать, 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 копать! Да-да-да, привет, слушай, копать это хорошая идея. Вот, прям недалеко от вилки. Напомню, в предыдущей серии на меня напали шакалы. Это было больно, это было плохо. Поэтому я нанял рекрута. На изготовку! Правильно, а также лучника. Но до этой серии я нанял еще одного лучника. В итоге население 10 из 10. Рабочих из них 7. О, кстати, удобно. То есть остальные это воины. Я сделал вот такой вот треугольник, который позволяет сразу со всех сторон защищаться. И если кто-то где-то нападет, я буду готов, черт возьми. Эй, Лолошка. Что? Мне кажется, пора бы тебе позаботиться о будущем твоего мира. Что ты имеешь в виду? Я забочусь о своем мире. Да-да-да, конечно, заботишься. Однако, ты когда-нибудь думал о том, что ресурсы в мире вообще-то не бесконечны? Ресурсы? Да, эфир и версиформ. В какой-то момент они закончатся. Закончится? Конечно, но не стоит отчаиваться. Выход есть. Какой выход? Тебе, Лолошка, нужно разблокировать перегенерацию региона. И тогда все месторождения будут заново сгенерированы. О, наверное, это хорошо. И как это сделать? О, как всегда, нужно пройти испытание. О, тут вопрос. О, привет! Или погоди, какое испытание? Здорово, ребята! Давно не виделись. Что вы такое теперь? Что это? Ну, похоже на эфировое дерево, только в миниатюре. Знаете, это как бонсай. Маленькое дерево. Ну, давай. Зайти прям в него? Да, все, я понял. Ух. Здравствуйте. Оп. Ой. Это испытание? Серьезно? Так, ладно. Буф. Бабам. А что я делаю? Ты дышь? И вот сюда надо отнести? Оп. Так, ну, допустим, я кидаю ресурсы. Я пытаюсь нажать, ничего не происходит. Ладно, тогда я просто закину.
Так, оп-оп-оп. Далее версиформ то же самое. Оп-оп-оп. Да. А теперь как думаешь, чего не хватает? Чего не хватает? Чего не хватает? Эйдосов? Надо пройти испытание. Как ты думаешь, чего не хватает? Ну это либо Рис, либо Эйдосы. Но Рис вряд ли. А, погоди, стоп. А может быть ему надо написать, типа, Эйдос? Да, ты совершенно прав. Ой, 4 штучки. Забрали. Че ж ты так на Эйдосы реагируешь? О, Матерь Божья. Слушайте, это скорее страшно, чем мило. Я серьезно, О боже. О, вернули. О, господи. Ладно, я доволен, хорошее испытание. Наверняка дали очень много ресурсов, да? Там надо сейчас сразу проверить версиформ. Молодец, ты отлично справился. Кажется, ты начинаешь понимать, из чего сделана эта вселенная. Да, наверное. И теперь я могу, как ты сказал, перегенерировать мир? Стоп, а у меня все мои здания разрушатся? Но... Так, ладно, я, наверное, просто пойду и проверю, как это работает. Не волнуйтесь, формиксы, вас в обиду я не дам. Во всяком случае, постараюсь. И режим контроля... А, нет, подожди, не режим контроля. Мне нужно, получается, мир. Потом нажать, допустим, вот сюда. И... Недоступно. Так, ладно, а если я сюда нажму? Во, восстановление региона. Цена 250 эйдосов. Черт возьми, ну почему все стоит эйдосы? Ребята, ну я не такой богатый, чтобы столько эйдосов отдавать. Кстати, об этом. У меня вообще хоть кто-то их добывает? Да, привет. Нифига у тебя эйдосов. Ресурсов в целом у меня много. Давай-ка проверим, что я могу улучшить. Здесь ничего, здесь ничего. Улучшить до... О, смотри-ка, почти вышка связи до 3-го уровня. И даже эйдосов хватает. Не хватает только версиформа, но здесь есть решение. Мы сразу телепортируемся сюда. Привет, ребята! За рудой! Копать, Да, копать, копать, да, копать. иди сдавай ресурсы. Телепортируемся обратно. И вышка связи, покажи мне себя. Вот оно, 900 риса, 1000 эфира. Блин, какие же все дорогие здания. Ну давай, улучшение, поехало. Остается немного и... Воу-воу-воу-воу-воу! Красота! Господи, как она долго. И как много. И это только 3-й уровень. Я могу до 4-го. Оу. Ну ладно, это уже очень дорого. Наверняка сообщения теперь будут более полными. А самое главное, сообщения будут прилетать чаще. О, господи. Это что такое? Где? Я не вижу, где эта штука появилась. Я прям не понимаю даже расу этого существа. О, вон оно! О, какой маленький! Ты погляди, я реально, по-моему, больше, чем это... Что это? Погоди, у тебя туловище есть, и ты все равно такой маленький? Hello? Пожалуйста, только не бей меня. Что? Я... Ой. Не бей. Ладно, я не собирался. О, что? Ты погляди-ка! Помните, я что-то прокачал, что давало бы мне более осмысленные ответы? Так вот оно! Плюс одно тело. Если не хочешь, чтобы тебя били, не суйся в чужие миры. Я реально могу строить зловолую ложку, это пипец. Ну, то есть, прикольно, что могу, но я не хочу. Вообще 0 желания. А ты мне за это что? Да я не собирался. Нет, не хотел. Правда? Ну, да. Правда? Да. О, как замечательно! Спасибо большое! Как тебя зовут? О, меня Лололошка. О, какое красивое имя! А меня зовут Моти. Приятно познакомиться, Моти. И мне приятно. Вот только... О, нет! Что же делать-то? Что случилось? Я в ужасной ситуации. Мне срочно нужна помощь. Я хотел переместиться к своему другу и товарищу по коалиции, но этот дурацкий портал опять закинул меня не туда. И у меня осталось всего одно перемещение на эти сутки.
Я не знаю, что делать. О боже, ладно, не такого я ожидал. А ты не можешь разве вернуться в свой мир и написать другу? Да, это очень хорошая идея. Она и мне в голову приходила. Но, к сожалению, лимит на сообщение у меня тоже исчерпан. Поэтому написать я никому не могу. Что ж, ничего страшного, видимо. Такова моя судьба. Слушай, а что у тебя такое случилось-то? Да, все как обычно. Не хватает эйдосов. А? А ты разве не можешь попросить скидку у Голоса? Или заплатить часть стульями? Да, у меня есть стулья, но совсем немного. Ночью меня ограбили, а Голос мне больше скидок не делает. Что? Как? Как это не делает? Вот так. Говорит, я исчерпал лимит доверия. Эй, Моти, вообще-то это решаю не я. Я уже говорил тебе. Что? Стоп, это уже интересная информация. Не ты решаешь? А кто тогда? Да, я знаю, Голос. Прости, просто я очень неудачливый. На меня постоянно нападают и все отбирают. А все потому, что я такой маленький. А ты какого уровня? 12-го. А ты? О, я 9-го. Всего лишь 9-го, но ты настолько больше меня. Как всегда, мне не везет. О, ну, чувак, с расой тебе не повезло. Ты реально очень-очень маленький. У тебя и руки, я так понимаю, и тело. Моти, что-то ты мне совсем надоел своим нытьем. Уходи, иначе и правда побью. А если я дам тебе эйдосы, ты мне вернешь их? Я могу помочь тебе. Вау, всего 2. Ля, это очень крутая прокачка, которую мы выбрали, которая дает плюс 2, плюс 1. Наверное, я хочу разум и при этом проверить Моти. Знаете, мы 2 зайцев убьем. Проверим, кто он такой, вернет он или нет. Ты вернешь? Какой ты добрый, какой ты щедрый. Спасибо тебе, Лолошка, ты мой спаситель. Да уж, не за что. Сколько эйдосов тебе нужно? 50. Ничего себе. Ну, да, я знаю, что это много. Ты вовсе не обязан, если это слишком много для тебя. Нет, я помогу, я ведь обещал. Что-то многовато, прости, не смогу помочь. Я не могу нажать. Я не могу блин! Я могу сейчас столько многовато сказать. Но, погоди! Я могу сделать вот так. Все, стой здесь. Стой, не рыпайся! Прямо сейчас заходим, далее граница. Вот, я могу, допустим, отклонить. И я это, наверное, отклоняю. Все, таким образом получаем 70 эйдосов. И я даю тебе эти эйдосы. Как чудно! Ты настоящий герой! Так, да, вот, держи. О, боже. Какая невероятная щедрость! Спасибо тебе огромное! Я обязательно все верну! Ладно уж. Ты, главное, верни. Моти! Ах ты ж! Когда-нибудь ты у меня получишь! Что такое? Так, ну и чё у тебя? Он из тебя уже успел денег стрясти, да? В смысле? Ну, я одолжил ему эйдосы. Какой же ты наивный! Одолжил! Ага, конечно! У меня для тебя новости. Эйдосы эти он тебе не вернет. Что? Как это не вернет? А вот так! Тебя облапошили, мелюзга! О, нет! Тихо, не переживай ты так. Все через это проходят. Сколько ты отдал ему? 50 эйдосов. Ну это еще ничего. Бывает и хуже. Ай. С почином тебя. Спасибо. Какое грустное. Я так и думал. Знаете, в глубине души я знал, что это какой-то развод. Но я получил 2 интеллекта. Я в целом доволен. А коалиция мне может помочь? Че? Коалиция? Ушлый ты какой. Да, вот только ты мне не будешь использовать стратегию, что и Моти, а? Но нет, я не... То, что ты такой маленький, еще не значит, что все должны за тебя все делать. Времени до перехода на новый уровень еще полно, так что сам разберешься, а то еще в привычку войдет.
Моти уже 37 уровня, а все ходит и пытается из других Эйдосы вытрясти. 37-го? Но он же сказал 12-го. Чё? Да, с каждым разом врет все забористее. Ой, блин. А ты чё, не в курсе, что это можно отличить на глаз? Нет, я не в курсе. Ай, так, ладно, все понятно. Давай я тебе все объясню, ок? Сначала, когда существо рождается, у него есть только голова. На 10-м уровне появляется правая рука. На 20-м вот левая рука. На 30-м туловище. На 40-м правая нога. И на 50-м левая нога. Мне кажется, запомнить вообще несложно. Так что будь добр, запомни и не попадайся больше на такую разводиловку. И, кстати, что я пришел-то? Да, точно, блин, точно. Мне надо рассказать тебе правила нашей коалиции. Правила очень простые и интуитивно понятные. Во-первых, наказание за предательство коалиции и членов коалиции – исключение. Во-вторых, каждый член коалиции имеет право подать запрос о помощи в любой момент. И все члены коалиции обязаны помочь, если это возможно. В-третьих, члены коалиции не обязаны быть друзьями, но должны быть друг другу верными товарищами. Это значит никакого вранья. В-четвертых, мы не считаем, кто кому сколько дал и кто кому сколько должен. То есть просим, если есть потребность. Даем, если есть возможность. По-честному. И, наконец, в-пятых, нельзя шутить про мой рост. Ты понял? Наверное. Но я... Ну и все, тогда прекрасно. Пошел я. У меня, как всегда, куча дел. Бывай, мелюзга. Что это за правила такие? Я совсем запутался. Надеюсь, кто-нибудь объяснит мне. Ой, резко ночь наступила. Эй, Глаз, ну куда ты? Ты как будто знал, что я сейчас буду спрашивать тебя, ну ты чё? Вот зараза-то, а! Так, ребята, запоминаем. Не карандашом, а уже ручкой записываем. Моти, козлина та еще. А вот Чак, кстати, в моих глазах даже как-то поднялся. Ладно, за то время, сколько мы болтали, проверим, что у нас по словам. У меня так-то много. Результат... 70. Ну, наверное, все же принять. Хотя, что у меня? 12-й, 13-й. Не, наверное, я все-таки приму, да. Пусть прокачка будет. Уровень. Принять, отклонить. Отклонить. Эйдосы нужны, хорошо. Сколько у меня? 85. Уф, шикарно. Надо сразу до соточки добить. Привет, мини-игры. Все, на прокачку следующего уровня точно хватит, и это будет 10-й уровень. Следовательно, Чак сказал, что на 10-м уровне существа получают правую руку. Да, вот я об этом и говорю. Мы сможем получить нашу первую конечность, наконец-то. Я сейчас 9-го уровня. Значит ли это, что я тоже скоро получу правую руку? Хочу! Я тоже хочу. Правда, у нас, Лолошка, проблема. 3 бездействующих рабочих. Да, вот именно пора работать. Привет, ребят. Давай-ка вы, наверное, пойдете уже за эфиром. Я не хочу, чтобы он заканчивался. А ты, Рудокоп, пойди дальше искать Версиформ. Где бы он ни был. Во, его тут много. Что касаемо познаний, могу ли я работяг до 2-го апнуть? Разблокирует активную способность работяги быстрый патч. Уровень 12, блин. Надо чего-то попроще. Кстати... Эдровый ледник, точно, разблокирует эфирная скважина. Эйдосы 100. Ну, не знаю, тратить абсолютно все я точно сейчас не хочу. Вот было бы у меня 200 эйдосов, это другое дело. Айтор, привет! Я понял, куда он телепортировался. Вон он! О, Айтор, как давно мы не виделись. Я все, плевать на эйдосы. Эгегей! Привет! О, здравствуй, Лолошка. Привет, Айтор! Слушай, прости, пожалуйста, что я давно не заходил. У меня дела в своем мире были. Ты получил мой подарок? Так все-таки от тебя, да? Получил, спасибо, жду еще подарков. Ого, вот это личико. 4 тела. Нет, я ничего не получал. Да, получил, спасибо большое. Ну, не буду обманывать, 4 воли прокачаем. О, отлично! Надеюсь, он тебе пригодился. Да, на тот момент очень пригодился. Так, ну и
как у тебя дела? Ты перешел на новый уровень? Да, и не один раз. Но, Айтер, а разве ты не перешел на новый уровень так же, как и я? Ну да, правда. Логичное предположение, но нет. На высоких уровнях переход на следующий уровень может занимать 2 дня, а то и больше. У тебя вообще случалось что-нибудь интересное? Сколько? 2 дня и больше? Там что, так много эйдосов надо? Да, меня развели на деньги. Да, я вступил в коалицию. Да, меня развели на деньги. О, серьезно? Кто опустился так низко, чтобы обмануть такое маленькое существо? Моти. Моти? Ой. Ну, естественно, кто же еще? Если я его встречу, я ему все выскажу. Много он забрал? 50 эйдосов. А, ну ладно, это еще ничего. Знаешь, вот, держи. А, ты серьезно? Ну, да, конечно. Для существа моего уровня это немного. Айтер, Айтер, спасибо большое. А вот Чак мне не дал эйдосов. Чак? Ты знаком с Чаком? Ну да. Так, погоди. А не звал ли он тебя в свою коалицию? Звал. Точнее, Ану звал, а он в той же коалиции, что и Чак. А что такое, Айтер? Ай. Дело в том, что это довольно сомнительная шайка. Ты ведь не вступил, правда? Айтер, вступил. Чё? Серьезно? Ой, Лолошка, ну зачем? Но я просто думал, они помогут мне. А что, Айтер, не помогут? Да-да, поначалу-то помогут, верно. А потом всегда начинаются какие-то сомнительные поступки. Друг, мой тебе совет. Не общайся с ними. И беги из этой коалиции. Ну неужели все так плохо? Да, друг, все так плохо. Я беспокоюсь за тебя. Лучше вообще ни с кем не общайся, пока не поговоришь со мной. И не убедишься, что это существо достойно доверия. Поверь, я на этом свете живу давно, знаю многих. Загляну-ка я к Чаку. Побеседовать. Но нет, Айтер. 50 эйдосов подарил. Лучше вообще ни с кем не общайся, пока не поговоришь со мной. Эта фраза, она такая... Понимаете, она не вызывает доверия. Но ее сказал Айтер, и я такой, блин, тут такие майндгеймы, я не знаю, кому верить. Я не знаю, кому верить, блин. Не, ну Айтер душка же. Ну давайте голосование проведем. Айтер же крутой. 50 эйдосов мне подарил все-таки. Интересно даже, о чем они там с Чаком побеседуют. Но на самом деле, теперь, когда у меня есть эйдосы, я вот думаю... Потратить ли сюда? В теории, чтобы создавать стулья, мне бы еще плотника прокачать. Ну, ладно, давай, эдровый ледник. Бам! Ладно, давай сразу с режима контроля проверим. И... О, вижу. Йоу! Как это близко! Блин, надо было вот эту ратушу вот тут ставить. Тогда это было бы супер близко. Эфирный источник. Так, а где у нас получается гейзер эйдосов? Апа-па, вижу. Вот она, красавица. Только тут у нас туман. И этот туман, я так понимаю, просто постоянно кочует по этой территории. То есть гейзер добывать опасно, потому что этот туман убивает. Давай-ка, знаете, что мы сейчас сделаем? Эй, ребята, кто тут хочет подобывать? Ты. Опять работа. Опять работа. Вперед. Эфир будешь добывать не с деревьев, а вот отсюда. Ну-ка. Так. Уже иду. Погоди, а как это работает? Либо тебя надо прокачать, либо надо сначала сдать все ресурсы. Итак, я снова с вами. Я понял, в чем проблема. Точнее, это даже не проблема. Вот этот источник версиформа и вот этот источник эфира, оказывается, добываются только зданиями. Да, мне нужно сделать какое-то здание, и, может быть, вот это автосборщик позволяет построить автосборщики, здания, которые позволяют рабочим формиксам добывать ресурсы из месторождений. Вот оно. И автоматически доставляет их на склад. О, удобно. Разблокирует возможность эйдосного фильтра. Что это? Так, ладно, нужно 10 уровень. О, так у меня сейчас как раз будет 10 скоро. Вопрос, как мы накопим 100 эйдосов? Регион, небольшой кусочек огромного мира. 2 тела, 10 эйдосов. Так, погоди, тело нужно для автосборщика. На всякий случай проверяем. И это уже прокачано. Тогда, наверное, я регион отклоню. Окей, да? Далее цвет. Без цвета мир был бы скучным. Вот тут я приму тело. Ладно. Сейчас эйдосов более-менее достаточно.
Ой-ё. Перехвачено сообщение, хорошо. Так. 6-е сообщение. Отправитель Чак. Получатель непонятно кто. Время отправления. Тут либо секунд, либо минут. Полнота сообщения 41%. Текст сообщения: прикинь, Лоло на Эйдосы, ахаха, лошара. О, Чак. Ну ты же, блин, мне показался таким... Это что? Это что, про меня, что ли? Да, это про тебя. Вот ведь Чак, а. Мне он реально показался таким, ну, нормальным парнем, хоть и немножко таким грубияном. Но вот этого... Нет, я не потерплю этого. Ладно, мне тут не хватает 6 эйдосов до сотни, поэтому я делаю так. Берем дубовый стул и продаем 6 штуковин. Бум! Все. Теперь я точно могу прокачаться. Вообще интересно, сколько стульев остается? 38! Ух ты! Так это прям многовато. Это 38 эйдосов. Давай тогда сразу проверим, что прокачать. А может быть, плотника? Он будет гораздо лучше работать в плотницкой мастерской, а также способен создавать особые предметы. Ну, хотя тогда у меня ресурсы будут быстрее тратиться. Тогда, наверное, что-то другое. Допустим, интуиция. Познание этого навыка позволит вам лучше понимать мимику и интонации других существ. Вы различаете эмоции других существ на 10% чаще. Давай. Это явно что-то, что позволит прокачиваться еще быстрее. Вы можете иногда видеть скрытые эмоции других существ при диалоге с вами. Вот это мне бы, наверное, помогло. Знаете, скрывать, когда врут, а когда нет. В диалоге вы можете получить подсказку о наиболее благоприятном для вас выборе. Фига себе! 1500 эйдосов! А чё так дорого? Это очень крутое изучение. Путь к истине. Познание этого навыка позволит вам увереннее принимать решения с одинаковым исходом. Если вы 4 раза подряд принимаете решение, связанное с одним и тем же атрибутом, то на 4-й раз получаете очко этого атрибута. Да, надо по-любому качать то, что прокачивает меня еще быстрее. Далее снова на рынок, торговля, продаем 15 стульев и снова 100 эйдосов. Тем временем, это мне нравится. О, это же та самая голова из 2-й серии. Эй, Рис, Бенджамин. слушай, я пришел сообщить тебе о том, что твой испытательный срок истек. Мы были глубоко впечатлены твоими способностями и рады пригласить тебя в свои ряды на постоянной основе. Спасибо, Бенджамин. Именно этого я и ожидала. Добро пожаловать! Что? О чем вы?